Я очень рад встрече с вами. Мы снова вместе, и это радует. Это означает, что вы серьезны, и что этот тренинг что-то вам реально дает. Давайте очень кратко вспомним, что мы прошли раньше, что у нас позади. Итак, мы изучали методы влияния на будущее. Мы узнали с вами о том, что есть некая высшая сила судьбы, которая реагирует на все наши желания. И мы с вами приобрели опыт, как взаимодействовать с этой силой. Возможности, которые у нас открылись, поистине безграничны. И поэтому второе направление, в которое мы пошли с вами, это направление корректировки со стороны судьбы. Скорость, которую мы развили на первой встрече, очень важно сделать безопасной, чтобы нас куда-то не занесло. Поэтому мы исследовали, как судьба корректирует наши движения, кармические ситуации, что это такое, как их понимать, как извлекать их внутренний смысл. Мы учились этой методике анализа кармических ситуаций. Сегодня мы с вами продолжим изучение этой темы, потому что это одна из самых важных тем. Понять, как не то, что я хочу, а как судьба меня ведет, как она мне подсказывает путь. Поэтому сегодня через разные примеры мы будем осознавать вместе какие-то нюансы распутывания сложных клубков судьбы. Мы будем учиться этой практике, приобретать этот реальный опыт. Также сегодня мы ведем очень важное понятие души. Что это такое? И мы вместе зададим вопрос, а зачем знание о душе нужно в нашей повседневной жизни? Мы просто обычные люди, у нас есть свой бизнес, семья, причем здесь душа? Ну что же, это любопытно. Я практик, и мне менее всего хотелось бы давать вам какие-то отвлеченные вещи. Мы будем говорить о душе в очень практическом ключе. Тема тренинга «Представление о душе». В прошлый раз мы обсуждали вот эту особую модель сознания, принимая которую человек может стать учеником и учиться в жизни. И было домашнее задание, связанное с тем, чтобы вы вот эту модель сознания или эту методику работы с самим собой вы применили. Поднимите руки, кто пытался ее применить. Неплохо. Я обратил внимание, что некоторые люди, которые были на двухдневном тренинге, не пытались ее применить. Это грустно. Видимо, они были заняты другой работой. Поднимите руку, кто получил какие-то результаты. Угу. Моя большая просьба к вам. Расскажите их. То есть немного поделитесь своим опытом. Что для меня было важно, например, это то, что вот у высших сил, помимо абсолютной любви, есть еще и полнота возможностей. То есть, если раньше мне было как-то неудобно за какие-то мелочи притягивать их, эти высшие силы, да, эту божественную любовь к себе, думаю, сама там справлюсь, там, кому-то, может, больше нужно, то вот в течение 2 дней я осознала, что поскольку они все равно безграничны, на всех хватит, то надо их использовать и постоянно, чтобы с этим чувством жить. Вот, с каким чувством? Ну, с чувством того, что божественные силы, я предпочитаю термин «энергия», это абсолютно, она вокруг нас везде, и в каждом, и во мне лично тоже присутствует, да, то есть энергия, она везде и в каждом. Вот. И то, что та энергия, которая во мне, она такая очень мощная, сильная, любовь, опять-таки, да, эта энергия любит меня, то есть она все для меня сделает. То есть я не только в критических ситуациях могу прибегнуть к ее помощи, а в любых таких каждодневных. От этого, конечно, становится интереснее жить. Сразу как-то счастье испытываешь постоянно, и проблемы решаются быстрее. Окей, спасибо. И я хочу здесь пояснить одну маленькую деталь, которая была бы очень важна, чтобы вы могли правильно делать вот эту медитацию. Эта деталь следующая. Скажем, допустим, если есть какой-то человек, который вам что-то дает,
А вы берете, но при этом на этого человека внимания не обращаете. Ну, как бы считаете, я имею право на самом деле. Он вам опять дает, а вы опять на него вообще даже не смотрите. Просто вы считаете, что вы имеете право. Просто вы имеете право, и все, что тут. То как в итоге сложатся ваши отношения с этим человеком? То есть понимаете, что они разрываются, да? Вот этот эгоизм наш или потребительство, он разрывает эти взаимоотношения. Да? Поэтому очень важно, вы правильно сказали, нужно все время быть в божественном сознании, но очень важно вот в это сознание не впускать мотив эгоизма или потребителя. То есть, иначе говоря, когда вы чувствуете эту поддержку, это руководство и эту помощь, важно не считать, что так и должно быть. А что вместо этого? Чувство благодарности. Вот это очень важный момент. Еще раз, это культура взаимоотношений в сфере любви. То есть любой эгоизм разрушает эти отношения. Это очень принципиальный момент. Очень важно, когда в вашей жизни что-то получается, исполняются, может быть, какие-то ваши желания, отвечать вот этим импульсом сердечным благодарности. У меня была такая ситуация, примерно она длилась месяца 2 или 3, в которой на физическом уровне мне казалось, что я ее принимаю. То есть внешне я как бы не проявляла никаких негативных эмоций по этому поводу. Я была очень такая мирная, спокойная, как мне казалось. И вот недавно эта ситуация пришла, как бы возвратилась ко мне. И я поняла, что ситуация повторилась не только потому, что я внутри было маленькое недовольство, которое я всячески пыталась так скрыть от себя, от самой, но оно было. И я поняла, что неважно, как ты внешне принимаешь ситуацию. То есть ты можешь себя убеждать, что все хорошо и все замечательно, но если внутри остается хотя бы небольшое недовольство, очень маленькая, то все равно эта ситуация возвратится к тебе. И она возвратится не так, как ты ее воспринимала, она возвратится гораздо сильнее, чтобы ты точно понял, что ты был неправ здесь. Вот так вот. Скажем, вот эту схему вот принятия, то, что там обязательно есть исполнитель, который тебе возвращает твои уроки, это все как бы для меня не ново. И вот я обычно, знаете, вот как бы доходила до этого места, то есть вот я понимаю, да, что это вот все, я вроде как принимаю. Поближе, да? Так, все нормально, да? Но что-то вот не срабатывало, нет, вот не замыкалось, какого-то звена не хватало. Вот. И вот когда вот эту вот медитацию применила я поняла, в чем дело, что осознаем там и разумом, а вот как бы прощать, принимать, это все на уровне чувств и эмоций нужно. Это как бы два разных министерства. И вот у меня как бы получилось так, что это замкнулось кольцо, то есть вот это недостающее звено я нашла. То есть, с одной стороны, должно быть это правильное эмоциональное отношение, вот это принятие, да, чистая эмоция. А второе – это понимание на уровне разума, чему меня учили, какой мой урок. И третье, что нужно обязательно добавить, это поступок реальный, в котором вы вот это вот понимание делаете частью своего поведения просто. Я на чем я это поняла, знаете как, вот не изменилась у меня ни ситуация, все те же действующие лица, но я вдруг заметила, у меня нет раздражения, нет гнева, нет обиды. Вот я даже как немножко удивилась, ой, надо же, вот нет. Может быть, ситуация чуть-чуть не по теме, просто вот сейчас я реально вспомнила, мы вчера, когда возвращались вчетвером с тренинга, мы стали ловить такси. И вот мы поставили, в смысле я всем задала установку, что мы поедем не дороже, чем за 120 рублей. Все, вот. Одну тормозим 150, вторую тормозим 150, третью тормозим 150. И потом все так повернулись. Мы пытаемся развивать в себе изобилие в сердце. Сейчас мы проявляем полную скудость своего сознания. 150 так 150. Тормозится машина, 100 рублей, мы сели и поехали. Как только мы приняли ситуацию, причем реально в сердце, действительно, о чем мы? У нас полное изобилие в нашем сердце. Так, спасибо вам за эту историю. Она еще раз нам показывает, что мир внешний отвечает нам на наше сознание.
Понимаете? И вся вот эта внешняя ситуация – это ответ на то сознание, которое мы в себе носим. Как только мы меняем сознание, начинает меняться внешняя ситуация. Это то, что вы можете замечать. Ну, хорошо, спасибо. Я хочу вас спросить, какие у вас вопросы вот по прошлому материалу, может быть, возникли? Как узнать, на чем вот, то есть вот, как вам сказать, то есть вот тот человек, который дает тебе этот вот урок, который несет этот урок, он выражает именно вот этот самый, вот этот твой якорек. То есть он, то ли он вербально это объясняет, говорит, вот это вот ты такая, это какие-то качества, да, то ли он сам их проявляет. Правильно? Так может быть. В чем вопрос? Как определить, в чем ты виноват, то есть вот какой этот самый ты должен, как определить, в чем урок твой? Ну, так вы и сказали, а то. Как умею, спасибо. говорю. Вот это вот, на самом деле, вот в этом настоящая работа, понимаете? Потому что когда мы пытаемся задать вопрос, мы начинаем осмыслять материал. А если вопроса нет, значит, и осмысление материала на самом деле. Спасибо вам за то, что вы думаете. Поаплодируйте, пожалуйста, этой женщине. Так, как понять, в чем урок? Очень хороший вопрос. Вы не можете на второй шаг шагнуть, прежде чем вы не сделали первый. Иначе говоря, я хочу подчеркнуть один очень важный момент во всей этой работе, который, пожалуйста, все время удерживайте в своем сознании. Мы с вами на первом занятии нарисовали вот эту схему. Есть некое высшее начало мироздания, есть «Я». И мы сказали, что есть вот эта высшая божественная энергия, которая постоянно идет в нашу жизнь. Энергия любви. Так вот, важно понять, что знание является частью энергии любви. И оно дается нам. Итак, еще раз. Знание — это часть энергии любви, а не что-то отдельное. Я поясню сейчас, что имеется в виду. Это очень важный вопрос, на самом деле, который вы назвали, который вы обозначили сейчас. Так, мы говорили, что первый шаг нашей методики — это принятие. Есть какая-то проблемная ситуация, которая блокирует нас. И мы хотим разобраться, что с нами происходит, и мы хотим выучить какой-то урок. Первое, что мы сказали, что вот эту ситуацию нужно принять как свою собственную. Это определенное эмоциональное отношение. И это отношение связано также с отсутствием какого-либо раздражения или обвинения по отношению к кому-то, через кого эта ситуация проявляется. Потому что как только есть вот эти эмоции, месть, раздражение, гнев, обида, это означает, что вы ситуацию не принимаете, вы ее выталкиваете. Все, если такие эмоции есть, будет идти блокировка канала, по которому вы получаете это понимание. Поэтому, если не делается первый шаг принятия, вот этого глубинного покаяния какого-то, то вы в принципе понять не можете. Потому что, еще раз, понять можно только оказавшись в ситуации ученика. А еще раз, гнев, раздражение, ненависть, обида, вы не стали учеником. Вы находитесь в позиции господина. Я знаю, что со мной должно быть. И я не согласен с тем, что происходит. Это позиция господина. Как перейти на тот самый второй шаг, чтобы понять смысл происходящего со мной? У одного очень известного современного психолога, книгу которого я очень рекомендую вам читать. Это Стивен Кови. Книга называется «7 навыков высокоэффективных людей». Ну, по-разному там его имя пишет, но в том числе в такой транскрипции оно известно. Стивен Кови. Несколько изданий было, где по-разному это фигурирует. 7 навыков высокоэффективных людей. Кстати говоря, в этой книге своей он пишет об экологии успеха.
Если уж вы хотите найти ссылку на это понятие, которое мы так часто здесь обсуждаем, то вся его эта книга, она пронизана этим понятием. И в том числе он там говорит, что если успех достигнут за счет манипулятивных действий ваших, то этот успех, он сиюминутный. Он не имеет в себе основы энергетической, долговременной. Он будет разрушаться сам собой. Он объясняет в этой книге, что любой успех нужно достигать при помощи качеств характера, причем благородных качеств характера. И я хочу обратить ваше внимание, что Стивен Кови – это всемирно известный психолог, один из самых известных психологов в сфере управленческой психологии. Он консультировал крупнейшие корпорации мира. Человек, книги которого изданы миллионными тиражами на самых разных языках. Он подчеркивает этот принцип, что успех должен быть достигнут за счет высших качеств характера, и никак иначе. Только в этом случае он является чистым и экологичным для личности. Почитайте, пожалуйста, эту книгу. Если вы не найдете ее где-то в продаже, она есть на моем сайте в разделе «Библиотека». Зайдите, там она в электронном виде присутствует. Так или иначе, в его книге, поразительной совершенно книге, есть один эпизод очень глубокий. Я хочу его сейчас рассказать, потому что он будет одним из ответов на ваш вопрос. В самом начале книги он рассказывает свой собственный эпизод. Кстати говоря, это тоже показатель того, что это очень глубокий человек, который несет очень глубокий опыт, а не просто пишет какие-то абстракции. Он рассказывает о том, что в какой-то момент преподаватели колледжа, в котором учился его сын, они стали проявлять определенное беспокойство. Что сын не учит домашние задания, отстает на уроках, как-то плохо соображает, все такое. И к этому моменту времени он был уже достаточно известным человеком. Он, его жена, они вращались в самом свете американского общества, элита американская. Итак, вот такой неприятный эпизод в этом престижном колледже, где учится его сын. Родители начинают как-то вмешиваться в уроки сына, как-то начинают его контролировать, но ситуация ухудшается. В конце концов, они приглашают врачей, чтобы они просто исследовали состояние сына, что такое, почему он стал так плохо учиться. Все было нормально, и вдруг... Врачи исследуют какое-то время и потом ставят диагноз, который приводит в шок родителей. Я не помню сейчас название этой болезни, но ее общее содержание такое, что это врожденное заболевание, которое проявляется в определенном возрасте, само собой, и постепенно начинает как бы прогрессировать. Да. И диагноз примерно такой, что к 27-30 годам ваш сын должен умереть. Родители в полном шоке, и они начинают борьбу за здоровье своего сына. Итак, лучшие какие-то врачи, любые возможности, они используют все, чтобы помочь своему сыну. Деньги, ресурсы, связи. Они включают все, что у них есть, чтобы спасти собственного ребенка. Сколько они не пытаются действовать, ситуация не меняется. Она только ухудшается. В конце концов, она ухудшается настолько, что они вынуждены забрать сына из этого учебного заведения и перевести его в школу для умственно отсталых детей. Итак, это вот прогрессирующее развитие этой болезни, когда человек начинает утрачивать память, разрушается разум и так далее. Они доходят до полного отчаяния. Кови в своей книге пишет об этом своем эмоциональном состоянии. И мы можем вспомнить, что и в нашей жизни были какие-то ситуации, где мы, может быть, доходили до полного отчаяния, не будучи способными повлиять на эту ситуацию. До полной безысходности какой-то внутренней. Вот этот урок Кови, который он рассказывает, он очень поучителен на самом деле для нас с вами. Они доходят до полного отчаяния, и он пишет, что однажды они были просто вечером, поздним вечером у себя дома, он и жена, они сидели каждый в своей комнате, и он описывает свое состояние вот этого отчаяния предельного, отчаяния своей жены, которая там где-то закрылась в своей комнате и плачет. И в какой-то момент он говорит, что-то во мне переключается, и я начинаю в вере и молитве спрашивать, зачем мне дана эта ситуация? И вот в этом мгновении эмоционального переключения в вере и молитве спрашивать, зачем мне это дается, вдруг что-то происходит внутри, как будто озарение внутреннее.
Он говорит, я начинаю видеть вот этот свой собственный ложный мотив, с платформы которого я пытался лечить своего собственного сына. Итак, как вам кажется, что за мотив он обнаружил в себе? И потом в разговоре с своей женой они выяснили, что и ей двигал этот же мотив, который заставлял ее быть такой энергичной. Да, вы очень точно попали. Иначе говоря, это ложный престиж, страх перед обществом, ложная самооценка. Как на меня посмотрят? Итак, в чем же дело? Богатые люди, известные люди, все замечательно. Они в самом центре общественного внимания. И вдруг тут такая клякса на этот имидж красивый и блестящий. Сын, у которого такая проблема. Вот, собственно, что было подсознательно. Он портит нашу репутацию. И поэтому они пытались изменить эту ситуацию, чтобы восстановить вот этот некий свой образ, что ли, какой я в мире. С предельной ясностью он вдруг в себе начинает видеть вот эту мотивацию, которая двигала им, которая заставляла его тратить деньги, которая заставляла его проводить так много времени, чтобы помочь якобы своему сыну. Я расскажу до конца всю историю, а потом мы сделаем и небольшой анализ. Итак, они говорят с женой очень долго в эту ночь, они обсуждают эту тему, и они приходят к выводу, это их решение, которое они принимают, что бы дальше ни случилось, как бы ни развивалась ситуация, но наш долг как родителей просто дать своему ребенку чувство любви. Вот это наш родительский долг по отношению к нему. Останется он в живых или не останется, будет у него болезнь или не будет, но наш долг – это дать ему вот эту заботу, внимание и любовь, которую мы как родители должны дать. Они принимают это решение, и потом они начинают ему следовать. Итак, как они ему следуют? Они просто проводят время вместе с ним. Они просто вместе выезжают на уикенды, они ходят в какие-то кинотеатры, в зоопарки. Они просто проводят время вместе и дают вот это эмоциональное отношение своему собственному ребенку. Ничего более. Коби пишет, что через какой-то момент времени они стали замечать, как болезнь стала уменьшать свои обороты. И через полгода они возвращают сына в обычный колледж. Итак, это некая очень критическая ситуация, в которой они оказываются. Кстати говоря, это некая иллюстрация, что дети, они живут в карме родителей. И детские ситуации, они очень тесно связаны с кармой родителей. И это опять очень хороший пример, когда родитель начинает работать с собой, со своим уроком, тогда оказывается влияние в том числе и на ребенка. Давайте сделаем небольшой анализ всей этой ситуации. Итак, первое. Они действуют, они пытаются внешним образом изменить ситуацию. Вот эти деньги, врачи, связи и все остальное. Ситуация только ухудшается. Мы с вами обсуждали это в прошлый раз. Если мы отказываемся от собственного урока, если мы пытаемся механически воздействовать на жизнь, но внутренне не принимаем то, что в ней дается, то будет идти усиление ситуации. Но на самом деле это наше общее отношение к болезням, заметьте. Мы пытаемся блокировать их вот этими химиопрепаратами, к экстрасенсам, к гипнотизерам идем для этого и так далее. Мы пытаемся все время уничтожить на самом деле раздражающий некий импульс. Болезнь – это просто сигнальная лампочка на самом деле. Понимаете? Источник ее внутри. Проблемная ситуация – это сигнальная лампочка, что ты что-то делаешь не так, ты нарушаешь какие-то законы Вселенной в своем поведении. Но источник, он в наших качествах, он в наших поступках. Но мы при этом пытаемся все время воздействовать на что? Мы пытаемся все время разбить эту лампочку, чтобы она нам не сигнализировала, не мешала жить. Но источник остается. Вот наш стереотип на самом деле, нашего материального сознания. Точно так же мы относимся к другим людям, которые дают нам какую-то проблему. Мы пытаемся уничтожить источник сам. Итак, это полное отчаяние, до которого они доходят, и они видят все более усиливающуюся ситуацию на внешнем плане. И вот потом, что происходит с ним дома? Вот это отчаяние, к чему оно приводит? На самом деле, из точки отчаяния есть всего два выхода. И, к сожалению, большинство людей идут все время по одному выходу. Первый выход – это ненавидеть мир, Вселенную, Бога, других людей, которые как бы виноваты в моей проблеме. Вот погрузиться в это настроение жертвы в итоге. Обиды, обиженности некой такой.
А второй выбор это какой? А второй выбор это вот то, что с ним случилось. Вот эта трансформация сердца. Вот этот вот рост как бы сердца. Когда он пишет в вере и молитве, вместо того, чтобы сопротивляться ситуации и обвинять кого-то, я начал спрашивать, зачем она мне дается? Иначе говоря, в чем мой урок в ней? И вот, собственно, научитесь именно этому вопросу. В любой проблемной ситуации задавайте вопрос, в чем мой урок здесь? Вот лишь на этом уровне знание будет приходить. Потому что вы начинаете открываться к тому, что вы ученик, а вас ведут. Вы начинаете открываться, вы начинаете спрашивать. Есть хорошая восточная история об одном профессоре, который пришел к мастеру дзен для того, чтобы задавать ему множество вопросов. Очень умный человек, профессор, одним словом. Он пришел к мастеру дзен, и он долго взбирался по какой-то горе, там его хижина была на какой-то вершине, он весь вспотел. И только войдя в хижину, он уже был готов задавать вопросы. И тот, видя его такое настроение, сказал ему, ну просто сядьте спокойно, отдохните, вы очень устали, поднимаясь сюда, попейте чая. И началась вся эта церемония восточная. Но профессор, его вопросы, они у него кипели внутри. Он начал их задавать. А мастер дзен, он никуда не торопился. Тот задавал один за другим вопросы, а тот просто спокойно наливал очень медленно чай в его чашку. Тот один за другим вопросы задавал, выпаливая все то, чем он думал, задавал вопросы, давал свои собственные объяснения, что это нужно понимать так, а вы как считаете. Потом был следующий вопрос, и снова его собственное понимание, как все устроено в этом мире. Ну, одним словом, профессор. Мастер спокойно наливал чай, дальше он никуда не торопился. И в какой-то момент чай стал просто переливаться через чашку. И профессор продолжал задавать свои вопросы. И мастер продолжал просто лить, внимательно его слушая. И чай начал стекать с чашки. Образовалась небольшая лужица, которая стала постепенно увеличиваться. И наконец она коснулась одежды этого профессора. Он почувствовал что-то горячее, очнулся, увидел, что происходит какая-то несуразная ситуация. «Зачем вы льете? Все проливается!» — сказал он. И мастер дзен спокойно на него посмотрел и сказал, ну, пока вы не освободите свой ум, что я могу вам ответить? Итак, очень важно не иметь своего представления о том, как все должно быть устроено. Чего вы достойны или недостойны. Жизнь лучше знает, чего вам послать. Поэтому вот эта открытость, вот эта пустая чашка собственного ума, это очень важная квалификация для того, чтобы понимание пришло. Итак, вот этот метод осознания негативного урока судьбы, он может быть реализован на двух уровнях. Первый уровень – это уровень просто вот этой вот нейтральной открытости, как бы к пространству просто. Некая нейтральная позиция, когда у вас как минимум нету своих собственных пониманий, как должно быть, вы просто открыты. Это, собственно, в этой истории про дзен это продемонстрировано. Я вам расскажу сейчас одну реальную историю, чтобы проиллюстрировать вот этот момент открытости. Но давайте это зафиксируем вначале. Итак, мы с вами сказали, что метод понимания он может быть сделан на двух уровнях. Первое – это вот это некое ментальное настроение, открытость. Доверие можно добавить на самом деле. Открытость, доверие. А доверие, кстати говоря, к чему? К чему? К руководству жизни, да, к руководству, что оно дается. Реальный случай, послушайте его. Богатый человек, он был одним из компаньонов одной фирмы, которая в России имела очень такую разветвленную сеть представительств. И до сих пор им остается.
свой бизнес, определенный вид товара, все очень хорошо поставлено, они очень хорошо всю продумали эту цепочку от начала и до конца. Их было несколько человек, такой интеллектуальный центр, которые были в основе всей этой структуры. В какой-то момент наше с вами государство, чиновники принимают очередной закон, который ставит под удар всю эту структуру. Какие-то там таможенные пошлины, что это такое вот. Полностью под удар ставится весь бизнес этим законом. Они съезжаются в своем офисе в Москве. 4 человека. 4 очень умных человека. И просто начинают искать варианты, что делать в этой ситуации. 3 суток. Они практически не спят. Это ситуация цейтнота, они в него поставлены вот этими некими внешними условиями. 3 суток в офисе 4 очень умных человека. Ни одного шанса, ни одного варианта. В конце концов он понимает, что если он еще секунду здесь останется, то его ум просто взорвется от этого перенапряжения. Он встает, одевает пиджак, говорит: все, я уезжаю, больше не могу. Не дожидаясь ответа, он просто выходит, садится в машину и просто едет за кольцевую дорогу в свой загородный дом. Приезжает уже туда под вечер, и у него только одна мысль. Нужно просто как-то уснуть. Завтра просто взять лодку, просто выехать и немножко посидеть с удочками, чтобы чуть-чуть хотя бы восстановиться. Он принимает снотворное, чтобы себя усыпить, засыпает под его влиянием, утром как-то просыпается, находит эти удочки, весла, там все такое, берет, выезжает, гребет, просто туман такой висит, знаете, солнце еще не взошло, такая гладь и абсолютная тишина. Он ставит лодку, разматывает удочки, закидывает их. Что-то у него потихонечку начинает проясняться, и вдруг он начинает слышать вот эту тишину. И видит абсолютную безмолвность такое. Только клубы тумана очень медленно плывут. И вдруг что-то в него это попадает, вот вся эта ситуация, он как будто сливается просто с миром, исчезает. И некоторое время просто не может прийти в себя вот этого чувства какого-то умиротворения и покоя. И затем очень спокойно, без какого-либо эмоционального напряжения, в его голове идет просто алгоритм шагов, которые нужно сделать. 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг, 4, 5. И он видит всю эту цепочку действий, которые нужно совершить, чтобы спасти эту ситуацию. Он сворачивает удочки, причаливает к берегу, садится в машину и едет в офис назад. Итак, это пример того, как вот в этой ситуации открытости к пониманию, понимаете, мы приобщаемся к этому источнику руководства. Если мы пытаемся какие-то сложные жизненные ситуации решать в ситуации стресса, то в ситуации стресса мы, вспомните, мы ходим все время по кругу. Выхода вообще нет, ум закрученный такая, знаете, вот машина инерционная. Итак, понимание не в нашем уме, оно дается. Вот эта глубинная интуиция, она вне нас, она дается. Она связана с этой высшей энергией. Итак, это первый момент. Иметь эту открытость и доверие. Вот это первый уровень, как мы можем совершать вот это понимание. Второе, кстати говоря, в этой связи очень конкретная рекомендация. Если у вас есть какая-то проблемная ситуация, научитесь ее, знаете, просто как-то подвешивать так. И просто ждать. Просто ждать. Понимание, которое может прийти. Второй уровень. Это уровень более глубокий. Это уровень молитвы. Или уровень просьбы. Когда вы не просто ждете, а вы просите. Это, собственно, то, что описывает Кови. В вере и молитве я стал спрашивать, зачем мне это дается. И вот этот уровень означает полное принятие вот этой ситуации, что есть высшая опекающая сила.
И я у нее спрашиваю, понимаете, подсказки. Я задаю этот вопрос. Я знаю, что я под руководством, что меня не наказывают, а мне помогают, мне дают какой-то урок. И я спрашиваю в вере и молитве. Ну вот это, собственно, краткий ответ на ваш вопрос, как понять. Просто нужно научиться делать вот или то, или это. Выберите то, что больше вам ближе по уровню вашего развития. Но и то, и другое хорошо на самом деле. В любом случае. Хорошо, я хотел бы все-таки еще здесь некоторые нюансы пояснить. Вот, потому что нужно очень грамотно делать всю эту работу. Несколько историй, которые я хотел бы рассказать, чтобы сделать еще более какое-то конкретным понимание всего этого материала. Итак, любая проблемная ситуация, через нее всегда идет обучение нас, что мы в чем-то должны измениться. Один бизнесмен мне рассказал свой пример интересный. Его бизнес разваливался, и он боролся за него. Боролся несколько месяцев, совершая один за другим действия, чтобы спасти всю эту ситуацию. Ситуация постоянно ухудшалась. Очень разумный человек. И в какой-то момент он понимает, что просто так это не может быть. Потому что он действует, и он это понимал очень хорошо, просто идеально. Он совершает идеальные поступки, чтобы восстановить ситуацию. Но ситуация только ухудшается. И он, как разумный человек, стал понимать, что за этим что-то есть, не может быть просто так это. Он приходит вечером домой, и это был, кстати, момент, когда это был критический эпизод, когда арендодатель резко поднимает арендную плату за те помещения, которые он держал. И это была точка, где вот у него это созрело, что просто так не может это быть. Он приходит вечером домой и начинает думать, просто садится и начинает думать. И я его спросил, о чем ты думал в этот момент? И он мне сказал очень интересную вещь. Он мне сказал так: я просто понял, что я знаю это в бизнесе, что нужно действовать немножко в потоке. Что иногда нужно ловить реальность, потому что в ней есть какие-то благоприятные вещи, неблагоприятные, он интуитивно это чувствовал. Я его спросил, ну что это такое, что значит вот, ловить поток? Он сказал, ну все очень просто. Вот, ну, например, если идет тайфун, я же не пойду совершать дела как бы в этом месте. Я уважаю тайфун. Я уеду куда-то в другое место, если я имею эту информацию. Вот это примерно так. Я стал думать, что это за тайфун вошел в мою жизнь, почему он все в моей жизни разрушает, что это за сила такая. Он ворочает это в своей голове, ворочает очень долго этот анализ, и потом вдруг вот это тоже какой-то скачок внутренний, и он задает себе вопрос, а зачем это пришло в мою жизнь? До этого он анализировал почему. Некая разница между этими вопросами, заметьте. Почему? То есть какие причины были, которые к этому привели? А зачем? Это иной вопрос. Вопрос почему, он ищет причины где? Вовне. Но вопрос зачем, он ищет причины внутри. И вот с этого, собственно, все началось. Что-то у него переключается внутри, и неожиданно приходит мысль. Он вдруг вспоминает, что когда ему было 20 лет, он только начинал заниматься бизнесом, у него была мечта об одном деле. Ему очень хотелось заниматься одним делом. Но друзья его втащили в тот бизнес, которым они занимались. Они им сказали, зачем тебе все это надо? Вот раскрученное дело, вот деньги, вот твоя сфера. Давай, иди вместе с нами. И он поддался на их уговоры в итоге. И примерно 2 десятилетия после этого он все время вспоминал ту свою мечту, чем он хотел заниматься. И всякий раз, когда к нему приходила эта память, он снова это отодвигал на второй план. Зачем? Что-то новое, непонятное, зачем рисковать? Тут все нормально уже, все работает. 20 лет иногда это приходило. И тут вдруг он вспоминает это. И неожиданно, вслед за этим пониманием, ему приходит еще одно понимание. Вдруг он очень ясно начинает внутренне сознавать, что последние полгода он просто полностью деградировал как личность. Потому что весь его бизнес превратился в следующее, что он просто приезжал несколько раз в неделю, снимал кассу и потом просто ехал.
казино и все остальное. И это все сильнее становилось. Он почти уже этим не управлял, то есть там он поставил каких-то людей, его интересовала просто вот прибыль, которую нужно взять и тратить на свое удовольствие. И вдруг вот эта вся ситуация, она очень ясно им осознается. И он понимает, что он просто деградировал полностью как личность, и это все больше совершается. И вслед за этим моментально у него приходит вот это понимание, что он должен просто это оставить. И что вся эта ситуация с разрушением его бизнеса, она связана вот с этим уроком личностным. Он той ночью принимает решение вытащить все деньги из этого дела, хотя, как он мне говорил, у меня были еще возможности за это сражаться. Но я понял, что вот ее смысл этой ситуации именно такой, ее внутренний смысл. И он решает, что я вытащу все деньги и вложу их вот в это дело. И это было очень рискованно. Такова его была оценка. Потому что тот, кто занимался бизнесом, знает, что трудно начинать новое дело, неизвестное, где каких-то связей нету. Он сделал паузу в этом рассказе, когда мы с ним общались, и сказал: ты знаешь, через 2 месяца я раскрутился. Итак, очень важно понять, что в жизни нет наказания. Всегда есть, наоборот, поддержка и руководство. Но наша интерпретация, которая совершается в нашем уме, это интерпретирует как что-то негативное и плохое. Жизнь — это добрый учитель. Жизнь все время хочет дать. Вот эта высшая божественная сила, она все время нас ведет к нашему личностному росту. И те ситуации, в которых мы находимся, которые оказываются неблагоприятными для нас с точки зрения нашего личностного роста, вот по ним начинает идти блокировка. Какие-то страдания приходят. Но опять, внутренний смысл в том, чтобы мы изменились, выучили какие-то внутренние уроки и пошли дальше. Если вам кто-то что-то хочет дать, а вы к чему-то привязаны, давайте вернемся вот к этой закрытости, вот к этому колпаку. Это мои собственные понимания, как должно быть. Это мой ум, у которого есть собственное представление о том, как устроена жизнь и как она должна реагировать на меня. Если это есть, то тогда тот, кто дает мне, а я в это время привязан к своим пониманиям каким-то, имею привязанность вот эту, то прежде чем мне дать, что сначала, какое действие по отношению ко мне будет сделано вот этим высшим руководством? Сначала нужно разжать мои руки, чтобы то, что я туда схватил, выпало. А зачем это делается? Чтобы вложить потом что-то туда более ценное. Вот очень важно все эти проблемы, которые приходят к нам по судьбе, оценивать с такой платформы. Ну вот просто несколько примеров, которые я хотел вам пояснить. И самый последний пример в этой теме работы с кармическими уроками. Он тоже был бы важный, чтобы кое-что нам пояснить здесь. Вот эти качества, которые мы с вами записывали, их очень трудно понять умом. Например, там было такое качество решимость, как высшее качество оно называлось, помните? Но, например, есть решимость, которая связана с жадностью. Вот эта решимость, она какая? Высшая или низшая? Хочу вам рассказать, что вот в качестве иллюстрации того, что нужно понимать внутренний смысл всего этого, а не просто цепляться за внешние понятия и не оправдывать себя излишним образом. Послушайте историю. Я рассказала одна участница этого тренинга на недавней программе. Мы обсуждали этот материал, и на следующей встрече она пришла, подняла руку и рассказала, что с ней случилось вечером, сразу после тренинга. Кстати говоря, вы можете заметить, что многие ваши ситуации какие-то обостряются сейчас, проблемные. Ну, кстати, поднимите руку, кто это заметил по жизни. Ну, значит, вы в хорошем режиме находитесь. Значит, хорошо усваиваете материал на самом деле. Она приходит вечером домой, и у меня в голове там все это роится, высшие качества, низшие качества, я должна учиться и все такое. И какое-то у нее такое возвышенное состояние, какая-то истина у нее такая приоткрылась немножко, она чувствует, да, теперь все понимаю, знаю. В общем, она закрывает дверь, начинает копошиться там в квартире, и звонок в дверь. Она подходит к двери, думает, кто бы это мог быть. Открывает дверь, стоит соседка.
смотрит на нее, называет ее по имени и говорит: «Валя, пойдем, мне поможешь, мне нужно коридор обоями поклеить». И она слышит эту ее фразу, и вдруг в ее голове начинает идти такая цепочка. Она один за другим вспоминает случаи на протяжении 10 лет, когда вот эта соседка, она приходила к ней с такими просьбами. Постоянно что-то сделать, там, помочь, посидеть, отвезти. Просто один за другим эпизоды. И вслед за этим как-то внутреннее у нее сразу понимание срабатывает, что она просто ей манипулирует, вот эта соседка. Манипулирует ее качеством быть хорошей в глазах других. И вот каждый раз этим пользуется. Она не в силах отказать, потому что, знаете, есть такое качество, я вот хорошей должна быть. Она все время, скрипя сердце, как-то соглашалась, там, делала. И тут у нее вдруг это озарение какое-то внутреннее вот происходит. То есть как будто вот вся та информация, которая давалась на курсе, она как будто вот входит очень глубоко и показывает эту ситуацию просто изнутри в нее. И она очень медленно ей говорит: у тебя есть муж и взрослый сын. Пусть они тебе помогут. И она уже, когда произнесла свою фразу, она уже почти повернулась, чтобы идти, потому что она знала, то есть сейчас та пойдет вслед. И вдруг она слышит эту фразу. И вначале у нее отвисает немного челюсть. Это, знаете, ситуация транса, это называется в психологии. То есть транс наступает тогда, когда человек сталкивается с чем-то непонятным. У него было какое-то ожидание одно, вот, а тут что-то прямо противоположное случилось и не переваривается. Шок. И потом, чтобы выйти из транса, это чисто такое подсознание работает. Она начинает орать на нее. Просто орать на нее начинает. А та смотрит на нее и медленно закрывает дверь. И потом она рассказала, и что вот она медленно закрывала дверь, та орала. Вот. И как только замок щелкнул, и у нее изнутри какой-то внутренний голос: выучила урок. Итак, смотрите, вот эта личностная работа, она очень тонкая. Нужно быть очень искренним человеком. И нужно быть очень открытым человеком вот к этому руководству, чтобы осмыслять свои уроки. Потому что с внешней точки зрения, казалось бы, вот эта женщина, она действовала на уровне высших качеств. Она помогала все время своей соседке. Так? С внешней точки зрения. А с внутренней что? А с внутренней раз за разом она говорила «да» вот этой своей ложной самооценке. Быть хорошей в глазах других. То есть с внутренней точки зрения она раз за разом культивировала в себе вот это ложное низшее качество. Понимаете идею? А теперь с точки зрения соседки. Кто-то скажет: так она же ей помогала, благо ей давала. Но с точки зрения соседки что происходило? Раз за разом вот этими своими с внешней точки зрения хорошими поступками, что она делала для соседки? Она подпитывала у нее ее потребительское эгоистичное отношение. Поэтому, пожалуйста, не ловитесь вот на эти некие символы «хорошо» и «плохо», а думайте как бы вот в принципе по содержанию. Не буду ничего больше говорить. На самом деле, мне хотелось рассказать вот эти несколько примеров, чтобы мы с вами еще чуть-чуть порыхлили вот эту почву работы с собой. Пожалуйста, включайтесь в это больше. Ваши жизненные ситуации, обстоятельства, делайте эту работу осмысления. Что они означают? Мы сейчас с вами проговорили некие очень принципиальные моменты вот с этой технологией понимания. Как осмыслять? При помощи каких навыков? Какого настроения? Я хочу вас попросить взять какую-то очень сложную ситуацию в вашей жизни сейчас, реально. Какие-то сложные обстоятельства, какая-то сложная ситуация, что-то. Просто возьмите, не нужно будет ничего рассказывать, просто ваш внутренний пример ее. Сейчас мы немного поработаем, чтобы как-то ее осмыслить, понять урок, может быть, который в ней дается вам.
Пожалуйста, сядьте удобно. Не скрещивайте руки и ноги, просто какое-то удобное такое положение, более-менее прямая спина. Уберите свои конспекты, пожалуйста, они вам сейчас не нужны. Это просто внутренняя работа. Так, вначале нам нужно немного просто успокоиться и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Поэтому просто почувствуйте, как ваши ноги касаются пола. Почувствуйте сиденье, на котором вы сидите. Кисти своих рук, плечи, шею, голову. И все больше внутренне расслабляетесь. Вы по-прежнему можете слышать какие-то внешние звуки, они могут долетать извне, но при этом постепенно уменьшается общее количество движений в вашем теле, а дыхание становится более глубоким и спокойным. Проверьте это. Итак, мысленно представьте, что прошло очень много времени вперед. И это самый конец вашей жизни. Сзади были победы и поражения. Путь длиною в целую жизнь. И вы к концу жизни накопили очень большую мудрость. Буквально почувствуйте ее в себе. Вот эту энергию, силу мудрости ощутите в себе. Буквально ощущайте ее в себе. Это просто ваше воображение, с которым вы сейчас работаете. И через эту энергию мудрости взгляните на ту ситуацию. Просто глазами мудрости посмотрите на нее. Чему она вас учила? Позвольте энергии мудрости просто раскрываться все больше и больше. Просто отстраненно смотрите на эту ситуацию. Не нужно даже ни о чем размышлять. Просто отстраненно ее наблюдайте. В какой-то момент неожиданно случается событие, которое люди называют смерть. И вы неожиданно оставляете свое тело и оказываетесь в космосе. И летите, оставляя позади эту планету. Все дальше и дальше. В какой-то момент вы оглядываетесь и видите всю эту планету, на которой проходила ваша жизнь. Различные события в различных частях мира.
среди этих событий вы также видите ту самую ситуацию. Смотрите на нее глазами души. Которая уже ушла из своей жизни. И задайте себе сейчас вопрос, чему вас обучала эта ситуация? Какой урок вы проходили в ней? С позиции души размышляйте над этим. Чему вас учила жизнь? На какие ваши низшие качества она указывала? К развитию каких высших качеств она вас подталкивала? И так мысленно поблагодарите всех других людей, которые были задействованы в этой ситуации, как своих учителей. Поблагодарите. И подумайте также, какие бы поступки вы могли совершить на основе этого своего нового понимания. Что бы вы стали делать? Понимая внутренний смысл происходящего события. И затем мысленно вернитесь в свою жизнь. И откройте глаза, сохраняя в себе тот опыт,
Я хочу вас попросить рассказать о том, какой опыт вы получили сейчас вот в этом упражнении. В чем? Что вы поняли? Может быть, как, может быть, вы иначе переоценили эту ситуацию? Пожалуйста, немного поделитесь. Я понял, что те люди, которые, как я считал, мешали мне, вот, на самом деле были моими учителями и помогали мне быть более сконцентрированным на своей цели и не отвлекаться на мелочи. То есть сейчас это понимание стало очень явным. А до этого какое отношение было ко всем? Ну, я думал, они мне мешают. Мешают. А на самом деле они меня учили, что я должен делать правильные вещи. На самом деле они меня подталкивали в нужном направлении. Да. Спасибо. Еще, пожалуйста, ваш опыт в чем? Я никогда не озвучила с детства свои желания и скрывала их. То есть, чтобы как бы была вот то, что другие хотят, то я выполняла. И выяснилось, что я действительно, если бы я в свое время сказала правду о том, что в своем состоянии, ну, знаю, здоровье и все остальное, то жизнь бы повернулась по-другому. Правду о чем? С моим внутренним переживанием. Сказали кому бы? Ну, родственникам. Да. То есть стали искренними с ними, честными перед собой и искренними перед ними. И перед ними, да. Я никогда мне не говорила, я всегда подчинялась их желанию, их воле. Окей. То есть, насколько я понял, вы имели ситуацию, когда родственники постоянно манипулировали вами, используя вас. Сейчас вам открылся этот внутренний как бы урок происходящего. Да, я вот решаю проблему с домом, продавать, не продавать, и выяснилось, что если бы я была тогда действительно, они мною опять же пользовались. Окей, спасибо. Как оказывается, главная проблема была в том, что я пыталась быть хорошей. На самом деле многих людей в жизни просто используют. Многим очень трудно признать то, что когда вас ругают, вам хочется быть в чем-то хорошем. Поэтому в следующий раз в жизни вы стараетесь сделать все так, чтобы все было хорошо и не было нареканий со стороны окружающих. Вот это вот стремление в жизни человека, оно очень сильно портит жизнь. Я заметила то, что когда я занималась своим любимым делом, когда делала то, что мне хотелось, легко все получается, всегда. Как только возникает ситуация, когда меня о чем-то просят, и мне стыдно отказать, показавшись плохой, все начинает идти наперекосяк до такой степени, что становится просто противно заниматься этим делом. И сейчас пришло сознание. И сегодня буквально была ситуация, когда партнер по бизнесу позвонил и буквально стал наезжать, повышать голос, требовать делать какие-то свои замечания. И в этот момент я осознала, что хватит быть хорошей, я тоже повысила голос и поставила человека на место. И сразу человек стал шелковым. И тут пришло сознание, что хватит быть хорошей, нужно иметь какое-то чувство собственного достоинства, чтобы жить той жизнью, которую ты хочешь. Вот за это вам большое спасибо, то, что вы открыли на это глаза. Когда есть вопрос, на который могу ответить только я сам, и причем либо да, либо нет, вот, случается затруднительная ситуация, потому что или, значит, ты ошибся, либо поступил правильно, третьего не дано. И вот в этой ситуации я пытался как раз рассмотреть со стороны, именно вот как бы я поступил в этом случае, к чему бы привело. Вот, и именно помог, не до конца, скорее всего, просто я разобрался в ситуации, но помогает анализ качеств высшей и низшей природы. Просто очень здорово помогает, и нужно глубже немного эту ситуацию рассмотреть, прямо вплоть до того, чтобы сесть и выписать в две колонки, что дает одно, что дает другое. И тогда, возможно, ответ будет найти легче. Вот. Хотя вот полной, стопроцентной уверенности я не ощутил. Но сейчас какое-то осмысление произошло. Да. А что именно, если конкретнее? То есть какие качества низшие открылись, и к развитию каких высших качеств эта ситуация подталкивала? Какое понимание пришло? Низшие качества — это, пожалуй, неуверенность, страх. Вот что произойдет, если это мероприятие не получится, в общем, не пройдет оно так, как задумано. Вот. Но с другой стороны, ведь если оно пройдет, это вознесет меня к моей цели, к моей мечте. Кто не рискует, тот... Да, несчастен тот, кто страшится идти на риск. Кто не пьет шампанского. Спасибо. Хорошо. Итак, жизнь — это риск, да, безусловно, это так. Но мы рискуем ради своего личностного роста. В результате этого данного урока я сейчас окончательно поняла,
что я всю жизнь жила в страхе за своего ребенка. С самого начала, как он маленький родился, мне почему-то был страх, что мне кто-то его заберет. Я его потеряю. И вот, пронося этот страх в свою жизнь, сейчас у меня взрослый сын уже, я поняла, что тем самым я проявляла, во-первых, свой внутренний низший эгоизм, низменное эго, по отношению не столько к ребенку, сколько выплескивала из себя, и попадая на него, я этим, конечно, ему очень вредила. И в том числе по отношению к нему, потому что вы все время его держали рядом с собой, не позволяя ему проявлять свои какие-то ценности, жестко контролируя его. И вот сейчас начинается что-то настоящее. Сейчас у меня пришло осознание, что надо этот контроль полностью его отпустить, заменить свой страх на, если так можно сказать, божественную материнскую любовь, и только через молитву, терпение, смирение, вот эту мудрость я могу и помочь как ему, так и себе. Окей, спасибо. Поаплодируйте, пожалуйста. На самом деле ситуация, о которой сейчас я думала, она беспокоила меня уже в течение достаточно длительного периода времени. И вот в том числе на тренингах, вот при общении с вами, я как бы вот задавалась вопросами об этой ситуации. Вот. И сейчас, когда вот вошли в это состояние, у меня почему-то постоянно в голове было слово ложное, ложное, ложное. Я не могла понять, что ложное. Вот. И вдруг до меня дошло, что как бы ложное представление о самом себе, о своих знаниях, о своих ресурсах, допустим. Как бы ситуация касается работы. Вот. И я поняла, что в какой-то момент я остановилась, я почила на лаврах, потому что как бы, этому были какие-то внешние проявления, доказательства. Вот. И это очень сильно притормозило меня. И как бы вот то, что я поняла вот в этой ситуации, вот как бы вот я так для себя это открыла, я в этом 100% уверена, что это так. Вот. Что сейчас я должна, я думаю, сделать, это я должна вот те вот полумеры, полузнания, которые были, я считаю, что у меня есть ресурсы для того, чтобы их углубить и, как бы развиваться вот в этом направлении, в котором я себе, в общем-то, задала, и в том темпе, который я хочу себе задать. Итак, у нас было 2 встречи, сегодня у нас 3-я. Такие 2 основные встречи, у нас была еще вводная одна. И если вы внимательно как-то взгляните, что ли, или осмыслите весь тот материал, который давался, то вы заметите, что 2 темы были даны. Первая тема, это была дана, как она называлась вообще? Изменение будущего, влияние на будущее. То есть мы с вами говорили о технологиях, как создавать свою собственную реальность. Вот это первый материал, который был дан. И в прошлый раз, иначе говоря, была дана достаточно большая возможность. Причем, вспомните, я говорил о том, что эта возможность, она будет преодолевать даже те кармические запреты, которые вы имеете по жизни. Что в рамках никаких других техник невозможно. Итак, это очень большой ресурс. Но вчера мы с вами говорили о том, что жизнь очень добра к нам. И вот это вот высшее солнце, высшее начало мироздания, оно очень внимательно к тому, что мы делаем. И поэтому оно нас корректирует, дает обратную связь. Обратная связь. И вот эта обратная связь, она приходит к нам в виде чего? В виде каких-то проблемных ситуаций, в которых мы оказываемся в силу своих дурацких желаний. И вот если мы будем переосмыслять эти ситуации в рамках той работы, о которой мы говорили и сегодня, и в прошлый раз, то мы сможем корректировать свои действия. Неправильно рисовал. Когда мы будем корректировать действия, случится не это. Случится вот такая корректировка.
Потому что мы встанем на путь личностного роста, на путь развития взаимоотношений вот с этой высшей энергией. Потому что каждое из высших качеств — это на самом деле личностный рост, личностное развитие с точки зрения того, что мы должны проявить. Вот, собственно, и вся техника жизни, искусство жить, собственно, во всей этой методологии. По большому счету, основной материал вот дан теперь весь. Осталось много еще важных моментов, но я просто хочу вот поставить некую точку вот на этом этапе нашего пути, чтобы вы как-то так более объемно осмыслили весь тот маршрут, который остался у нас уже позади. Еще раз. Есть метод влияния, мы можем работать со своими желаниями грамотно, но также еще нужно быть внимательным к тому, что происходит, когда мы так идем. Потому что можно ошибиться, идти не туда, неправильные желания выбрать, или действовать так, что нарушать законы мироздания. То есть нужно быть восприимчивым к обратной связи. Вот, иначе говоря, мы с вами вплотную подошли к тому, чтобы понять, а кто же вот это я, путешествующее в этом мире? Куда оно идет? И зачем ему нужны его эти уроки, которые ему даются? И чему его обучает вот эта обратная связь? По большому счету, вот сейчас начинается материал сегодняшней встречи. Все остальное было введение. Мы с вами сегодня, в оставшееся время поговорим вот на эту тему. Понятие души. Потому что нужно очень хорошо понимать этот материал, иначе мы будем все время отклоняться и все время будем делать что-то, что находится за пределами нашего личного блага. И вместо того, чтобы помогать другим или давать благо другим, мы будем действовать во вред другой личности. Вот. Итак, мы обращаемся вновь с вами к древним трактатам, в которых мудрецы описывают строение личности очень подробно. И они говорят о том, что вот это внешнее, вот это тело, которое мы можем видеть и чувствовать, это на самом деле является лишь внешним физическим покрытием души. Что личность сама не является этим телом. На санскрите личность называется термином джива. И различные слова, в том числе в русском языке, они происходят из этого санскритского корня. Какие, кстати говоря? Живое, жизнь. Джива — это значит душа. Итак, центр личности — это джива, душа, источник жизни. Но душа покрыта двумя оболочками, описывают мудрецы. Итак, номер 2 — это физическое тело. А номер 1 — это что? А это тонкое тело. Что это за тонкое тело, скажет кто-то? Особенно тот, у кого ничего тонкого не осталось уже. Итак, что же это за тонкое тело? У нас с вами очень материальное сознание. Есть только одно тело, это я, вот оно внешнее. Но я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько весит мысль? Или эмоции радости сколько весит? Мы все меряем в материальных каких-то таких константах. Килограммы, граммы. Вот она, материальная реальность. А сколько весит мысль? Скажите, пожалуйста. Нисколько. Смотря какая, да? Да, пожалуйста, встаньте на весы и представьте, что у вас $3 миллиона. Большая мысль?
Ну, вставайте на весы и думайте о ней. Что-то изменилось? Итак, есть тонкая материя, есть тонкое тело. Мысли и эмоции — это свойства тонкого тела. Это некое очень важное понимание. Почему? Прежде чем мы сейчас будем подробнее говорить о тонком теле, я хотел бы еще несколько слов сказать вот об этом. Мудрецы описывают, что душа находится в физическом сердце, вот здесь вот. Смотрите, именно поэтому мы так интуитивно дорожим своим сердцем. Мы очень боимся, когда оно начинает болеть. Потому что понимаем, центр личности здесь. Когда мы говорим «сердечный человек», то что мы имеем в виду? Душевный человек. Понимаете? Душа здесь находится. Это центр личности. Вот. И душа, опять мудрецы описывают ее природу. Природа души — это энергия любви. На санскрите это называется бхакти. То есть душа состоит из энергии любви, бхакти. И на самом деле смысл нашего пути в этом мире — вот эту энергию раскрывать. Вот в этом суть всего того, что мы делаем. И если вы внимательно проанализируете вот эти вот качества, высшие и низшие, это, кстати говоря, может быть домашним заданием для вас, то вы поймете одну интересную деталь, что все высшие качества — это проявление энергии любви. А все низшие качества, они разрушают эту энергию. Вот это общий смысл, который обязательно нужно иметь в виду, когда вы думаете об этих уроках. Потому что в каждом уроке, который вы осваиваете для себя, вот эта энергия души, энергия любви, она должна раскрываться больше. И обратите внимание, все достаточно тонко. Потому что с внешней точки зрения родитель, он может наказывать ребенка, он может проявлять насилие, и кто-то скажет, это какое-то низшее качество. Но иногда это нужно. Для чего? Чтобы помочь ему. Для воспитания. Чтобы помочь ему раскрыть вот эту свою любовь в своем сердце. Потому что если ребенка не ограничивать, у него формируется вот это очень жесткое эго, которое потом будет манипулировать всеми. Поэтому опять все нужно оценивать с этой платформы, насколько вот эта энергия раскрывается в вашем сердце, насколько вы начинаете больше действовать с любовью в жизни по отношению к другим, по отношению к самому себе. Я прочитаю сейчас одно стихотворение. Оно является, безусловно, некоторой иллюстрацией вот этого момента, который мы с вами сейчас обозначили, относительно вот этого центра. Собственно, что здесь просится наружу через наши эти тела, которые нас покрывают, через наши какие-то стереотипы, может быть. Послушайте его внимательно. Только моя просьба, послушайте его не умом, а каким-то другим органом восприятия. Может быть, даже тем, который находится в области вашего сердца. Это стихотворение называется «Бог сказал мне нет». Я попросил у Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал мне нет. Он сказал, что гордыня не забирает, от нее отказывается. Я попросил Бога вылечить мою дочь, прикованную к постели, и Бог сказал мне нет. Он сказал, что терпение — результат испытаний. Его не дают, его заслуживают. Я попросил Бога подарить мне счастье, и Бог сказал мне нет. Он сказал, что дает благословение, а буду ли я счастлив, зависит от меня. Я попросил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал мне нет. Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот и приближают к Нему. Я попросил у Бога духовного роста,
Но Бог сказал мне нет. Он сказал, что дух должен вырасти сам, а он лишь будет подрезать меня, чтобы заставить плодоносить. Я попросил Бога помочь мне любить других так же, как Он любит меня. И Бог сказал: наконец-то ты понял, о чем надо просить. Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я попросил мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности. Я попросил любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. Я попросил благ, и Бог дал мне возможности. Я не получил ничего из того, что просил. Я получил все, что мне было нужно. Бог внял моим молитвам. Итак, у судьбы есть внутреннее измерение. И вот это внутреннее измерение связано с пониманием, что мы душа, которая идет этим путем. И в каждой жизненной ситуации мы можем или деградировать как душа, или идти вверх к росту, к развитию. Каждое низшее качество характера — это деградация души. Каждое высшее качество, каждый поступок, каждая мысль в сторону того или иного высшего качества — это процесс развития души. И вот эти самые качества, о которых мы с вами говорим, высшие или низшие, это не что иное, как вещество, из которого состоит тонкое тело, наше с вами. И если мы в жизни делаем выборы в сторону высших качеств, то вот эта вот материя тонкого тела, она становится более чистой, более возвышенной, более пронизанной вот этой энергией любви, которая бьет из этого внутреннего источника. Вы скажете, а зачем это нужно? Ну, как минимум, для следующего обстоятельства. В момент смерти мы с вами теряем грубое тело. И душа в тонком теле, она выходит из грубого тела, оставляя его. И в принципе, несмотря на то, что знания в большинстве случаев у современной аудитории относительно этого процесса пока еще нету, но тем не менее интуитивно мы это знаем и понимаем. Потому что, например, если мы видим нашего родственника, который умер, то мы печалимся и плачем. И мы говорим: он ушел, он оставил нас. Но ведь он лежит здесь, рядом с нами. Почему мы так говорим? У нас есть интуитивное, подсознательное понимание, что человек, личность, не является физическим телом. Тело лежит, но мы плачем. Потому что мы знаем, что он, то есть личность, ушла. Душа в тонком теле выходит. Итак, это некое очень принципиальное знание, без которого на самом деле очень сложно понимать жизнь. И очень сложно справляться с теми проблемами, которые приходят к нам. Многие люди переживают клиническую смерть и не могут понять этот опыт. Молди собрал свидетельства различных людей в книге «Жизнь после смерти». Может быть, многие из вас читали эту книгу. Итак, мы видим однотипный опыт людей, которые переживают клиническую смерть. Они видят себя со стороны. Скажем, идет операция, и вдруг человек под наркозом ничего не понимает, и вдруг он что-то начинает сознавать, и вдруг видит себя лежащим на операционном столе. Врачи, которые склонились над ним, и что-то они делают. И потом вдруг приходит неожиданная мысль: а если я там лежу, то кто тогда смотрит? Я все время сталкиваюсь с этими вопросами людей, которые имеют этот опыт, но не знают, как его объяснить. Опыт выхода из тела.
Мне интересно, в этом зале есть кто-то, кто переживал опыт клинической смерти, опыт выхода из тела, вот, сознания? Спасибо. Так или иначе, мы все с вами это когда-то переживем, это точно. Люди очень боятся смерти. Если мы не понимаем, что мы являемся вот этой личностью, которая не подвержена смерти, то этот страх будет очень мучительным для нас. Душа в момент смерти оставляет физическое тело. Физическое тело просто разрушается в своих функциях. И она выходит из него. Она выходит в своем тонком теле. Иначе говоря, все те качества, которые она накопила, она уносит с собой. Она оставляет вот этот механизм, при помощи которого она накапливала качества. Но все то, что было накоплено, уходит дальше вместе с ней. Итак, что же такое новое рождение? Новое рождение, когда душа в своем тонком теле, невидимом, незримом, она просто входит в семя Отца, и через семя Отца попадает в яйцеклетку, входит в чрево женщины. И потом начинает постепенно обрастать новой физической оболочкой. Новое грубое тело начинает формироваться. Постепенно там голова сформируется, руки, пальчики, ноги и все остальные органы, сердце, почки, печень, физическое тело. Обратите внимание, когда у вас рождается ребенок, или рождается ребенок у ваших знакомых, вы тоже это можете наблюдать. Мы все время пытаемся воспитывать детей, у нас есть какие-то представления, какими они должны быть. Но ребенок с самого начала, он уже имеет характер. Разве это не так? Откуда он взялся? Вы его еще не воспитывали. Потому что характер, качество — это не что иное, что было накоплено раньше. И здесь он просто начинает это проявлять. Таким образом, если вы не выучили какие-то кармические уроки в этой своей жизни, то на тонком плане все их вы переносите в следующую жизнь. И все вот эти хронические болезни, которые есть с момента рождения в том числе, это не что иное, как болезни, которые не вылечены были здесь вот, на глубинном личностном плане. Они просто вновь проявляются здесь. Тонкое тело — это информационное тело. Есть компьютер. Я имею в виду вот эту некую внешнюю такую материальную оболочку, там дисплей, там как и все остальное. Но что такое тонкое тело? Тонкое тело — это жесткий диск, грубо говоря, который просто содержит информацию. Диск, на который что-то записано. Вам может не нравиться компьютер, что какие-то уши не те у меня получились, и окружение мне мое не нравится. Вы вытаскиваете свою эту диск и уходите, бросаете всю эту ситуацию. Я не хочу с тобой больше жить, не хочу в этом городе жить, не хочу общаться с этими людьми и уезжаю. Вы приезжаете в новое место, и что же? Вы заметите, если будете хотя бы немножко внимательны, что через какое-то время все то, что было там, в качестве ситуации различной, будет проявляться на этом новом месте. Новые люди будут также к вам относиться, как и те, которых вы там оставили. И все остальное. И ситуации будут повторяться. Вы свое тонкое тело понесли просто в другую физическую ситуацию. Итак, глубинные смыслы уроков судьбы — это вот эти качества, работа с ними. Это нужно очень хорошо понимать. У людей, к сожалению, совершенно нет культуры сегодня в понимании, что такое личность. Один, может быть, два примера на этот счет. Множество проблем, на самом деле, мы копим в силу того, что у нас нет этого знания, нет этой информации. Одна девушка мне рассказала, которая была на тренинге 2 года назад. На тренинге мы работаем с такой технологией дыхательной, которая дает такое очень глубокое осмысление внутреннего опыта, глубокую какую-то работу. И через какое-то время после тренинга ей захотелось, такое интуитивное желание у нее возникло поработать с этой технологией. Интуитивное было понимание, что ей нужно понять лучший момент своего рождения. Просто какой-то вот такой изнутри подсказка.
Так или иначе, она начинает работать с этой техникой и входит в эту ситуацию, когда она находится в животе у своей матери. И вот этот процесс рождения идет, она буквально все чувствует, вся эта память, она вспоминается. Она говорила, что я очень быстро шла через этот проход, я очень хотела появиться быстро. Она очень быстро проходит через этот проход, появляется ребенок, она открывает глаза, видит этих нескольких акушерок, которые стоят, и одна из акушерок, склонившись над ней, говорит ей: еще одна появилась. Таким немножко равнодушным, холодным голосом. И она говорит: я вспомнила эту эмоцию обиды. Я так рвалась сюда, я так хотела прийти, и вот это первое, с чем она встретилась, с этим холодным, равнодушным отношением. И потом она рассказывала мне, что всю мою жизнь меня сопровождало это чувство своей ненужности. Вот это была какая-то одна из основных таких глубинных эмоций, которая у меня была, которую я несла просто по жизни, не зная это откуда. Вот в этой технике она дошла до этого корня. Но потом она сказала: я подумала, но если эта ситуация случилась со мной, я пришла, это мой какой-то урок. Почему? Что было раньше? Она начинает с техникой работать дальше. И через какое-то время неожиданно она видит другую ситуацию. Кармическая память раскрывает свои слои. Она видит отца и мать, которые вступают в близкие отношения. И она понимает, что сейчас она войдет. И когда она это осмысляет, она вдруг понимает, что мать очень недовольна этой ситуацией. Ну что-то там, то ли как-то это грубо что-то делалось, то ли какая-то ситуация была немножко такая, что она была обижена. Она понимает, что она недовольна, она не хочет этого. И вдруг она понимает, что вот здесь еще более глубокие корни. Итак, это некий очень важный момент, когда душа входит через отношения мужчины и женщины, настроение отца, настроение матери, тип их сознания, это остается слепком на кармическом теле ребенка. Поэтому, если мы не имеем этого знания, мы калечим своих детей. Детей нужно зачинать в очень чистом, божественном сознании, в очень большом уважении и любви друг к другу, понимая, что это сакральный некий акт. Эту культуру все больше и больше утрачивают люди, потому что они понимают эти отношения просто как способ наслаждения, когда они эксплуатируют друг друга ради этого. Итак, мы с вами сегодня говорим о душе, вот об этом центре личности, об этом путешествующем начале, о том, что мы являемся ей. И с точки этого зрения, этого знания может быть переосмыслено все. Другая женщина мне рассказала после одного вот этого тоже глубинного тренинга, что в процессе вот этой глубинной техники, с которой мы работали, вдруг она увидела свою кармическую ситуацию из прошлой жизни. Она увидела войну, и она увидела немецкого офицера, который очень жестоко обращается с женщинами. Она не стала рассказывать детали, потому что в процессе этой техники она просто рыдала, плакала, и я не стал ее тогда останавливать. Потом она рассказала свой опыт. Она увидела этого человека, и вдруг она в какой-то момент понимает, что это она в прошлой жизни. И после этого у нее всплывает вся эта череда насилия, которое она получила. Итак, женское тело в следующей жизни. И на протяжении всей жизни она получала насилие со стороны мужчин по отношению к себе. В той изначальной ситуации это было насилие по отношению к женщинам и детям. Неизвестно, что он там совершал, этот человек, но так или иначе. Она получает следующую жизнь в женском теле и череду кармических ситуаций насилия со стороны мужчин по отношению к себе. Мы должны понимать, что любой наш поступок, который мы совершаем из платформы низших качеств, он вернется в нашу жизнь ситуации, в которой к нам с платформы этих же качеств кто-то будет действовать. К нам возвращается все то, что мы делаем. Она очень глубоко работала с собой, это был через очень глубокий процесс покаяния и раскаяния. В конце этого сеанса к ней постепенно пришло понимание, через молитву к своему духовному наставнику. Она поняла, что она сама с этим не справится. И когда она стала молиться своему духовному наставнику, у нее стало приходить понимание, что ей делать сейчас. Осмысление. Ты должна служить детям и женщинам. Детям и женщинам. Понимаете идею? То есть ситуация должна быть исправлена. И что интересно,
всю свою жизнь она чувствовала этот импульс заботиться о детях, чужих, у нее свой ребенок есть, какие-то детские комитеты, она все время в этом участвовала. Она общалась с женщинами, она помогала их, она им консультировала, как-то вот этот импульс был чисто подсознательный. И вот в процессе этой работы это пришло осмысление глубокое, что это нужно делать, чтобы все это исправить. Итак, этот пример показывает, давайте поймем, что есть наш очень длинный путь, который намного длиннее отдельной жизни. И нужно правильно идти, нужно иметь это понимание, к чему мы идем и кто идет на самом деле. Давайте сделаем сейчас одну методику. Она была бы очень важна вот в плане этого разговора о нашем пути и о нашем более правильном отношении ко всем тем негативным каким-то эпизодам, которые происходят с нами. Мы поработаем сейчас с техникой прощения. Это основа, на самом деле, с которой все начинается. Потому что если мы храним в себе обиду, то обида — это проявление гордости. Я не принимаю это как свое, я кого-то обвиняю в этом. Я не понимаю, что я душа, которая совершила какие-то неправильные поступки, и сейчас мне возвращаются эти уроки. Пожалуйста, подумайте сейчас о каком-то человеке, на которого у вас есть очень сильная обида, даже, может быть, настолько сильная, что вы не можете с ней справиться. Любые люди. Может быть, даже их уже нет в этой жизни. Или есть, это не так важно, потому что наша обида, она внутри нас. И мы всегда работаем с собой, а не с другим человеком. Постарайтесь сейчас хорошо настроиться на работу. Это может быть некое очень глубокое очищение вашего сердца, вашей судьбы. Если вы сейчас действительно откроетесь к этой работе. Вы будете делать ее сами, опять, простите, но это ваш выбор. Моя задача просто дать некую технологию, которая может вам помочь. Но насколько вы ей воспользуетесь, нужно просто желание, открытость. Обида — это то, что разрушает нас, это то, что мы должны понять. Мы можем быть уверены, что другой человек не прав, но если мы храним обиду в себе, мы разрушаем себя. Обида — это одно из низших качеств. Это очень глубокое разрушение тонкого тела. На грубом плане энергия обиды проявляется как онкология. Это знают многие современные исследователи. Вот эта энергия обиды, если вы накопили ее много, она в конце концов сбрасывается на грубый план, потому что на тонком плане она просто не умещается уже. И проявляется как онкология. Это легко на самом деле понять. Потому что если вы представите, что такое обида, просто это чувство, то что вы почувствуете? Вы почувствуете некое разъедающее чувство. А что такое рак, онкология? Что это за энергия? Что она делает с нашим физическим телом? Она его разъедает. Это та же самая программа, которая просто на грубом плане проявляется. Нас никто здесь не наказывает, нас любят. И если мы очень грубо действовали, нарушая какие-то законы Вселенной, возвращаются очень грубые реакции. И для того, чтобы очиститься от них, нужно учить вот эти глубокие уроки. Вот поэтому Луиза Хей, опять мы возвращаемся к этому имени, один из современных, самых, может быть, один из очень известных психотерапевтов, она пишет, что если вы заболели, то первое, что сделаете, подумайте о том, кого вы обидели. А если такого человека вы не находите, то просто настройтесь на это покаяние внутреннее. Очиститесь от какой-то обиды. Давайте поработаем. Кто не нашел, кстати, какую-то ситуацию обиды на кого-то, поднимите руку, чтобы все готовы, или, может быть, кто-то еще. Значит, если кто-то не готов, если нет явной обиды, возьмите случай нетерпения к другому человеку. Это тоже проявление обиды. Я несколько слов скажу в начале, и потом мы будем работать. Вы будете работать сами, вы будете внутри себя повторять следующую фразу. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Итак, что такое с любовью отпускаю тебя? С любовью это означает, что вы помните, что это был ваш учитель, который к вам вернул что-то ваше неправильное. Вернул, чтобы вы это увидели, чтобы вы могли это изменить. Это учитель, через которого вам
было дано наглядное пособие какого-то кармического урока. Что значит «отпускаю»? «Отпускаю» не значит «иди из моей жизни подальше, чтобы я тебя больше не видел». Если это ваш родственник, это не означает, что вы должны расстаться. «Отпускаю» — это означает, что вы перестаете его контролировать. Потому что когда возникает обида, когда у вас есть какое-то желание, ожидание, как другой должен поступить, понимаете, ваше желание, с позиции вашего эго, вы считаете, он так должен действовать по отношению ко мне. И вот когда другой обманывает наши ожидания, то есть делает не так, как мы хотим, то что возникает внутри нас? Обида. Обида, на самом деле, это следствие гордыни, следствие вот этого эгоизма, это вторичная эмоция, на самом деле. «Отпускаю» — это означает, я даю тебе свободу. Ты никак не должен по отношению ко мне действовать. У тебя есть свобода выбора. Это твое право, как ты поступишь. Отпускаю. И отпускаю в том числе означает, что отпускаю эту обиду, которая у меня есть к тебе. То есть наши отношения могут сохраниться, но там не будет вот этой энергии. Энергии эгоизма и энергии обиды. Вот помните этот смысл, когда будете повторять эту фразу. Итак, мудрецы описывают, что звук — это одна из самых тонких энергий. Поэтому, когда вы работаете с энергией звука, вы можете очень глубоко влиять на свой внутренний мир. Собственно, молитва, она действует так. Вот эти аффирмации, которые описывает Луиза Хей, Владимир Жикаринцев и разные другие авторы, или эти настрои, это не что иное, как энергия звука. Когда вы повторяете какие-то фразы, чего вы достойны там и все такое. Мы сейчас работаем с этим механизмом. Постарайтесь в эти слова вложить очень искренние чувства. Они будут очень действенными, если вы будете не механически их повторять, а с определенным желанием очиститься, освободиться. Итак, вы работаете сами. Моя задача просто немного помочь, дав некую последовательность шагов. Пожалуйста, садитесь удобно. Не скрещивайте руки и ноги, уберите свои конспекты. Нужно, чтобы вы более-менее комфортно сидели, чтобы ваше физическое тело не мешало вам. Сейчас. Так, вновь нам нужно немного настроиться. Просто спокойно дышите и сконцентрируйте свое внимание на том, как происходит процесс вдоха и выдоха. Просто наблюдайте это. Пусть дыхание постепенно становится более глубоким и спокойным. Вы по-прежнему можете слышать различные внешние звуки, но при этом ваше внимание просто сконцентрировано на процессе дыхания. Итак, своим мысленным взором перенесите себя в пустой театральный зал. Полумрак, пустые ряды кресел. Сцена, так или иначе освещенная, вы можете заметить все это. Идите и садитесь на одно из кресел. И когда вы будете идти, вы будете чувствовать, как ваши ноги двигают ваше тело вперед. Слышать звук своих шагов, который разносится в пустом зале. И в итоге почувствуете,
как сядете на одно из кресел. Прямо перед вами сцена, так или иначе освещенная. Сейчас на эту сцену из-за кулис выйдет маленьким ребенком тот самый человек. Пусть он выходит. И там на этой сцене, представьте, как с ним случится что-то очень важное для него. Может быть, какие-то подарки или какое-то отношение, в котором он очень нуждался. Просто наблюдайте все это. И пока это происходит само собой на той сцене, начните произносить эту фразу. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. В том зале произносите эти слова. Говорите их очень искренне. Слушайте свой голос. Сконцентрируйтесь еще больше. Пусть процесс становится очень глубоким. Вновь и вновь повторяйте эти слова. Работайте с собой. Пусть это раскаяние и покаяние за то, что вы хранили в себе это чувство, придет к вам. Исцеляйте себя. Повторяйте. Я полностью прощаю тебя. И с любовью отпускаю тебя. Пусть какая-то тяжелая, вязкая энергия обиды уходит из вашего внутреннего мира. Я полностью прощаю тебя. И с любовью отпускаю тебя.
какой-то чистый белый свет. Пусть упадет на вас откуда-то сверху. Откройтесь к нему. И в его чистой энергии повторяйте: я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Пусть он также упадет на этого человека. Взлетайте в этих чистых белых лучах. Взлетайте над этим залом. Смотрите на эту сцену откуда-то сверху. Пусть остатки грязи будут смыты с вашего сердца. Откройтесь полностью к этой чистой энергии, струящейся откуда-то сверху, падающей на всех одинаково в этом мире. Откройтесь к ней. Пусть она очистит ваше сердце. И с этим чувством прощения и чистоты в чистых белых лучах пусть эта сцена уходит куда-то вдаль. Все больше и больше. А вы вместе с этим чувством прощения и чистоты летите очень быстро в самое начало своей жизни. Окажитесь там. И вместе с этим чувством начните проживать ее заново. Идите через различные сложные эпизоды своей жизни. Проносите через них это чувство прощения и чистоты. Проносите эту энергию. И думайте также о том, как бы вы вели себя в них, если бы это чувство
всегда было с вами. Как бы вы поступали тогда? Пронесите через всю жизнь это чувство. И дойдите до своего настоящего. И также проявите его и в своем настоящем. Будьте в этом опыте столько, сколько вам нужно, и затем сами через какое-то время вернитесь. Поднимите руку, кто чувствует, что серьезно изменилось ваше отношение к этому человеку по итогам этой работы. Okay, спасибо. Это ваше личное достижение. Давайте подведем некоторые итоги сегодняшней встречи. Что для вас было важно сегодня? В чем лично вы изменились в этой встрече? Можно микрофон? С каждой лекцией я испытываю большую радость и благодарность тому, благодаря которому я попала на ваши лекции. Потому что, читая много, испытав многое, я научилась выходить из ситуации. Но вы настолько систематизировали какие-то мои знания, помогли мне более точно проникнуть в ситуации и довести их до конца. Потому что иногда я так думаю, так причины и следствия, все понятно, и вдруг я стала обнаруживать даже другие причины, которые я бы даже скажу, что не хотела признавать. Но мне пришлось их признать благодаря вас. Я очень благодарна. И чувствую, как с каждой лекцией я ощущаю какую-то глубину и большее желание работы души. Я давно знаю о том, что я не есть это тело, но как-то вот она, теория, все время расходится с практикой. Очень тяжело это соединить.
Но, видимо, сейчас это было объяснено, что я не есть это тело, ну, как-то вот чуть-чуть по-другому, чем обычно. И вот в этой практике, в последней, когда нужно было говорить «я прощаю тебя», я умоляла его простить меня. Хотя я держала на него обиду, но войдя вот на эту сцену, когда вышел этот ребенок, я вдруг поняла, что действительно, ну, раз что-то произошло, что я обиделась, я виновата. И не я прощала его, а я умоляла его простить меня. И в итоге действительно вот такое вот чувство облегчения, вот как будто вот ком свалился. Спасибо. Okay. Самый простой вывод из этого я сделал такой. Чем быстрее научимся мы прощать людям свои обиды, тем быстрее мы изменим свою собственную жизнь. А я почему-то обнаружила в себе чувство ложного престижа, гордости, эгоизм. Вот, и теперь тут страдаю. Мы сегодня останавливаемся. Еще раз хочу вас попросить, а вернее напомнить вам. Наш тренинг идет 8 дней подряд. Пожалуйста, все время работайте с собой. Сейчас очень большая возможность. Тот материал, который дается здесь, используйте реально в жизни. Вводите его в сферу своего личного опыта. Осмысляйте его, обдумывайте и размышляйте над теми ситуациями, с которыми вам хотелось бы поработать. Применяйте это знание относительно этих ситуаций. Так, мы с вами идем вот таким путем личностного роста.